Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу стильную и необычную сумочку из полиэфирного шнура с использованием фурнитуры, которая представляет из себя верхнюю часть изделия с ручками. Такой необычный стильный замочек. Фурнитура состоит из двух частей, получается задняя и передняя детали. Размеры моей фурнитуры, конечно, повлияют на размеры сумки. 28 сантиметров ширина и глубина 10 сантиметров. Также я приготовила полиэфирный шнур. Характеристики моего шнура: в 200 метрах 500 граммов. Цвет кардамон. Ножницы, сантиметровая лента и набор крючков. Вязать буду крючком 5 мм, вспомогательный 3,5 мм. Я буду укреплять донышко с помощью пластиковой канвы, чтобы сумка имела хороший каркас. Вот крючок вспомогательный должен легко проходить в ячейки по канве. Они заявлены как 5 мм. Точно так же этот крючок будет проходить в отверстие по фурнитуре. На всех этапах вязания озвучиваю количество петель, рядов, размеры своих заготовок в сантиметрах. Все необходимые ссылки оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Донышко изделия овальной формы. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю нить и формирую первую петлю. Для изделия в моем размере мне потребуется 18 воздушных петель. На моем канале есть подробное видео, как спланировать овальное дно любой формы и размера. Оставлю на него ссылку в описании. 18 петель, около 16 сантиметров. Теперь первую петлю пропускаю, она уходит на петлю подъема. В следующую петлю заднюю перемычку, здесь остается обе дужки, вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Так как первую петлю я пропустила, у меня остается 17 точек до начала вязания для провязывания столбиков. Вот в каждую следующую точку за заднюю перемычку я провязываю столбик без накида. Обращаю ваше внимание, что обе дужки кромочной косы остаются на противоположной стороне. И последний 17-й столбик приходится в последнюю перемычку. Это точка поворота, поэтому в эту точку провязываю еще 2 столбика. В общей сложности получается 3. Я оказываюсь на противоположной стороне. Вязание уходит по кругу. Далее по противоположной стороне я вставляю крючок за обе дужки кромочной косы. Получается в ту же самую точку, в которую были провязаны столбики противоположного ряда, и провязываю столбик без накида. Край начала сейчас ввязываю в полотно. Так далее следующий столбик и до начала этого текущего ряда. У меня последняя точка ряда, это точка, из которой выходил первый столбик. Вставляю в нее крючок и провязываю 1, сюда же 2 и 3 столбик. Завершаю поворот, вытягиваю нить немножко больше обычного и буду делать соединение. За обе дужки кромочной косы вставляю крючок с изнанки и увожу петлю на изнанку. Далее фиксирую воздушной петлей с помощью рабочей нити. Так буду соединять ряды из ряда в ряд. Теперь перехожу на основной узор полотна. У меня узор галочка в раскол. Вставляю крючок в раскол предыдущей галочки прошлого ряда. То есть вот следующая галочка, я возвращаюсь на шаг назад, подхватываю рабочую нить
вынимаю крючок, вставляю крючок обратным ходом и формирую первый столбик следующего ряда. Вот он, готово. Теперь следующая точка в раскол. Контролирую, чтобы крючок и входил в центр столбика, и выходил из центра столбика. И провязываю. Еще раз внимательно. Вязание в раскол. Столбик прошлого ряда имеет две дужки, похож на птичку. Прокалываю эту птичку в самый центр и контролирую, чтобы крючок с изнанки вышел тоже между двух дужек одного и того же столбика. Подхватываю, провязываю. Таким образом галочки будут аккуратно выходить из галочек прошлого ряда. Продолжаю вязать до следующего поворота. Подходя к первому повороту второго ряда, я хочу маркировать точки, в которые нужно будет сделать добавки. Эти точки на самых вершинах с этой стороны и с этой стороны соответственно. Во втором ряду я делаю добавления здесь и здесь. Продолжаю вставлять крючок в раскол и уже подхожу к маркеру. Здесь можно убрать его. Вот галочка, которая находится на вершине. В эту точку я провязываю сразу 3 столбика. Первый, второй, третий. Далее продолжаю вязать по одному столбику в одну точку до второго поворота этого ряда. И здесь то же самое. Удаляю маркер и в маркированную точку провязываю сразу 3 столбика. Здесь до окончания ряда у меня больше нет точек для провязывания, поэтому делаю соединение. Первая кромочная коса, увожу петлю наизнанку, хорошенько подтягиваю, фиксирую воздушной петлей. Далее не дальше двигаюсь, а немножко возвращаюсь в раскол в предыдущий столбик. Вытягиваю петлю, вынимаю крючок, вставляю крючок обратным ходом, первый столбик следующего ряда. Далее на каждом повороте я буду делать по 3 добавления. Добавки буду делать в 3 точках. В третьем ряду эти точки рядом. Это 3 столбика, которые вышли из одной точки в прошлом ряду. Провяжу 2 столбика сюда, сюда и, соответственно, сюда. То есть пройдут подряд 3 добавления, в каждую точку по 2 столбика. С этой стороны, соответственно, то же самое. Первая точка, вторая на самой вершине и третья точка. Здесь сейчас я добавляю примерную схему добавлений по следующим рядам. Каждый раз расстояние между добавлениями будет увеличиваться на одну точку, так как поворот будет расти, количество петель за счет добавок будет увеличиваться. Далее продолжаю вязать в раскол до маркеров. Удаляю первый маркер и в эту точку провязываю 2 столбика. Первый, второй. Удаляю второй маркер, соответственно, в эту точку тоже 2 столбика. Первый, второй. И последний маркер провязываю в эту точку
2 столбика. Из 3 столбиков получается 6. Можно сразу маркировать точки на следующий ряд. Здесь это будет в первом добавлении первый столбик. Так и маркирую в раскол, чтобы не было путаницы. То же самое, одна точка пропускается в следующую маркер. Снова пропускаю и маркер. Еще раз повторюсь, с каждым рядом количество петель между маркерами будет увеличиваться на 1. Продолжаю вязать до следующего поворота. И здесь то же самое. Я удаляю сразу 3 маркера, потому что знаю, что добавления идут подряд. Первая точка, в нее 2 столбика. Важно попасть в раскол. Вторая точка, в нее тоже 2 столбика. Первый, второй. И последнее добавление, провязываю в эту точку 2 столбика. Готово. Маркирую добавки на следующий ряд. Первый столбик первого добавления в раскол. Пропускаю 1. Третий столбик. Пропускаю 5 столбик. Делаю соединение по аналогии с прошлыми рядами. Далее еще раз дублирую вам схему добавок. Со следующего ряда добавления не должны будут попадать на добавление прошлого ряда. Этот ряд последний. Вот здесь добавка будет провязана в один из столбиков, который выходил из добавки прошлого ряда. Далее количество петель увеличивается, и эти добавления нужно будет немножко сдвигать. Можете ориентироваться на схему, которую я прикрепляю. Сейчас навязываю необходимое количество рядов в зависимости от размера моей фурнитуры. У меня первый поворот 4-го ряда. И после этого поворота я уже маркирую точки так, чтобы они не попадали на точки добавлений прошлого ряда. Вот здесь сейчас 1 столбик между добавками. И снова в одну точку 2 столбика. Далее снова 1. И последнее добавление здесь. Первый, второй столбик в эту же точку. Поворот завершился. Внимательно смотрю на него и маркирую точки на следующий ряд. Вот о чем я говорила. Добавка не должна будет попасть в одну из петель, которые выходят из одной точки прошлого ряда. Маркирую немного раньше. Здесь. Далее пропускаю уже 2 столбика. Здесь и здесь. Вот по этому повороту можно немножко двигать. То добавления немножко вправо смотрят, то влево. Но между добавлениями одинаковое количество, и они не приходятся на добавление прошлого ряда. Так продолжаю навязывать необходимое количество рядов. У меня провязано 6 рядов. В последнем ряду на повороте расстояние между добавлениями 3 одиночных петли. Сейчас в круг у меня 65 петель. Следующим рядом мне нужно немножко скорректировать, выровняться, чтобы количество петель стало четным. Я сделаю 3 добавления всего. Раньше я сделала 3 на каждом повороте. Сейчас всего 3 добавки. Сделаю сюда, сюда. И одно добавление здесь. Вот так, немножко неравномерно, но по полотну этого видно не будет.
Размеры донышка сейчас у меня 26 сантиметров на 11 сантиметров, что соответствует размерам фурнитуры. Она прекрасно ложится по донышку. Передняя половина и задняя половина соответственно. Я уже все примерила. Подготовила пластиковую канву немножко меньшего размера, чем донышко, так как проколы у меня делаются немножко ниже кромки детали. 25 сантиметров на 10 сантиметров размеры канвы. Перехожу на крючок потоньше. Прикладываю канву так, чтобы мои отверстия по размерам овала совпадали. Делаю прокол в текущий столбик и подхватываю ячейку канвы. Направляю рабочую нить так, чтобы было удобно провязать столбик ряда. Вяжу достаточно свободно, так как на этом этапе использую крючок меньшего размера. Потом я вернусь к крючку номер 5. Следующая точка и следующая ячейка по канве. Плотность вязания и расстояние между ячейками не совпадает, поэтому кое-где я вхожу крючком через одно отверстие, кое-где крючок входит подряд в отверстие по канве. Так вяжу до маркированных точек. Здесь тоже состыковываю канву и полотно. Провязываю добавления в намеченных точках. Завершаю переходный ряд. Седьмой ряд провязан. Сейчас у меня четное количество петель в круг 68. И размеры моего донышка соответствуют размерам фурнитуры. Также седьмым рядом была привязана пластиковая канва. Она придаст изделию жесткий каркас и гармоничную форму. Теперь я перехожу на вязание узора. Столбики будут чередоваться. Столбики провязываются точно так же в раскол. Первый столбик ряда у меня уже провязан. Пока еще использую крючок 3,5 мм, потому что буду опускаться на ряд ниже, в ту точку, которая крепится к канве. Вытягиваю столбик и провязываю. Получается короткий и длинный столбик в раскол. Далее чередую короткий. Напоминаю, вяжу достаточно свободно, так как перейду в последующем на крючок толще. И снова на точку ниже вывязываю столбик. Так вяжу до конца ряда. Добавлений больше не делаю, а значит количество петель на протяжении вывязывания стенок у меня не поменяется. 68 петель сохранится по всем стенкам. Ряд заканчивается длинным столбиком. Соединение рядов делаю точно так же, как и при вязании донышка. Вытягиваю петлю, увожу наизнанку в первую кромочную точку. Здесь можно перейти на крючок 5 размера. Воздушная петля. И первая петля ряда будет длинная, то есть опускаюсь в предыдущую точку в раскол. Вынимаю крючок и формирую первую петлю. Готово. Следующий ряд будет чередоваться с предыдущим. Там, где был у меня высокий столбик, я провязываю низкий. Точно так же в раскол. Там, где был низкий, провязываю высокий, спускаюсь на один ряд. И так далее, ряд за рядом навязываю глубину изделия. Сейчас у меня провязано 17 рядов изделия. Это около 13 сантиметров. Я уже наметила маркерами равноудаленные точки, отцентровала относительно донышка их. Здесь между маркерами 8 петель, соответственно, здесь то же самое. Тут 26. Это полностью соответствует количеству отверстий
по моей фурнитуре. Ряд окончился в этой точке. Здесь я перехожу сейчас на тонкий крючок. Мне нужно перейти на обвязку по краю. Я распускаю эту петлю, вытягиваю немножко больше. Следующая точка и вывожу соединительную. Здесь мне нужно просчитать количество петель 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И, соответственно, восьмую точку по полотну вывести эту петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 здесь. И так продолжаю соединительными петлями точка в точку по фурнитуре за обе дужки кромочной косы по полотну. Двигаюсь по передней части фурнитуры, точно так же пришиваю заднюю. Здесь фурнитура заканчивается, перехожу просто на соединительные покромки. Этим швом пришивается фурнитура, и этот же шов служит обвязкой. У меня последний стежок, здесь прошла просто обвязка, и я укоротила нить и вытягиваю ее полностью. Теперь провожу ее в первый стежок обвязки за обе дужки и возвращаю в исходную точку, прячу на изнанке. Сумка получилась очень симпатичная, миниатюрная, но при этом вместительная за счет объемного донышка. Фурнитура добавляет изделию глубины, у меня ушел ровно один моток пряжи. Итоговые размеры по размерам фурнитуры, в том числе 32 сантиметра ширина, эффективная глубина 22 сантиметра. Очень функциональная и стильная, прекрасно будет смотреться как в сочетании цветов, так и в монохромных оттенках. Подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Всем пока!